Приветствую, друзья! Младшую модель наушников от компании KeyBoom мы с вами рассмотрели в прошлый раз. Сегодня же я предлагаю познакомиться с их флагманским решением KeyBoom Evoke. Теперь это уже гибридная схема излучателей, состоящая из 10-мм динамика и двух фирменных балансных арматур Knowles. Причем каждый из излучателей отвечает за свой собственный диапазон частот. Динамик за басы, первая арматура за середину, а вторая за верха. Очень достойные с акустической точки зрения наушники. О них сегодня и говорим. Поехали! Пришли наушники в уже знакомой нам картонной коробке с изображением героев обзора и все так же перепутанными техническими характеристиками. Из важного стоит отметить гибридную схему излучателей, импеданс 16 Ом и чувствительность 112 дБ. Внутри же я нашел огромный плотный бокс и комплект силиконовых амбушюр, которые мне опять же не подошли. Так что и в этот раз основываться буду исключительно на насадках КБР-07. Кабель и в прошлый раз был очень неплохо, сейчас положили еще более интересное решение. Плотный, гибкий, витой, с хорошим фирменным штекером на 3,5 мм и сопротивлением каждой из его жил равным 0,23 Ома, что очень даже достойно. Сами чашечки на этот раз выполнены из смолы с отверстием для компенсации, направленным назад, средним по размеру звуководом и внешней частью, оформленной в моем случае в зелено-золотых тонах. В ушах модель сидит шикарно, выглядит качественно, да и звукоизоляция здесь на вполне приличном уровне. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас довольно вальяжный по характеристикам импульс, незначительное расхождение между левым и правым каналом и искажение в пике, достигающее 1,18%, что не критично, но чуть выше нормы. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 80 и 98 миллисекундам без особых возмущений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с небольшим заходом на середину. Аналогично амплитуды выделения области разборчивости, чуть смещенные пики на 4,6 кГц, легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания и протяженные, но слегка ослабленные верхние частоты. Вот это они очень правильно сделали. Сильные акценты на верхах ни к чему хорошему обычно не ведут. С графиком от производителя мой совпал почти на 100%, а это говорит о высоком контроле качества. Звучать же Evoke не менее эмоционально, чем Allure, также насыщенно, объемно и по аналоговому тепло. Однако в сравнении с младшей версией заметно возросла выразительность, лучше разделение, проработка и, что еще важнее, появилась прозрачность на всей верхней половине спектра. Динамик, видимо, у них схожей конструкции, с приятной слуху, но однородной добавочной массой. Это, конечно, имеет свой смысл в разнообразной тяжелой и живой музыке, однако в том же джазе или чем-то мультиинструментальном немного затрудняет разборчивость. Так что бас тут по своему характеру довольно близок к Allure или Elixir, смотря что из этого вы слушали. А за верхнюю часть середины и непосредственно верха отвечают уже арматурные драйверы, где совсем иной коленкор. Удивительно, но производителю удалось их так хорошо сшить, что я лишь по уровню прорисовки отличаю, где заканчивается динамик и начинается арматура. Реально очень грамотно сделано. Разбирая по частотам, бас здесь четкий, глубокий, с неплохими текстурами и легким налетом теплоты. Серединка выразительная, достаточно эмоциональная и слегка искристая на верхней своей части. Верха же нам лишь слегка подсветили, выдвинув затухание и подчеркнув перкуссионный рисунок, чтобы вы могли оценить его массу, четкость и, конечно же, слоистость. Тоже правильный ход, ничего не ярчит, не режет и не сыпет, в то время как все шлейфы, буквально как на ладони. По балансу частот есть, конечно, легкий сдвиг в светлую сторону, но настолько несущественный, что им вполне можно пренебречь. А вот микро- и макродинамику свели очень четко, без перекоса с одной из сторон. Модель превосходная в плане целостности образов, да еще и неплохо прорисовывает их с точки зрения даже самых мелких нюансов.
Так неаллюрный эликсир точно не умеют. А это дает просто превосходное погружение и желанный многими меломанами вау-эффект. Я лично залип на их естественность, правильную резкость и мелодику, оставив любимчиков пылиться на полке. При прямом сравнении с Кинера Ходру последний еще сильнее приближают к нам сцену, тем самым доводя так называемую интимность до каких-то космических параметров. Ну и в плане прозрачности они тоже впереди, поскольку обеспечивают ее по всему диапазону. BGP Melody, очевидно, ярче, агрессивнее, слегка тоньше в плане добавочной массы. Так что если Ходор мне показались заметно взрослее, то Melody все-таки немного, но проще. А вот по цене за Evoque опять-таки просят прямо неприлично мало, чем опять же уводят модель в разряд просто потрясающего звучания за свои деньги. Другие бренды подобный звук оценивают минимум в $260, а тут на целую сотню меньше. По источникам пробовал их как с чем-то музыкальным, так и с достаточно техничными решениями, и в обоих случаях получалось просто восхитительно. Говоря о стилистике, у модели все-таки есть несколько незначительных, но ограничений. Так в тяжелой музыке мне чуть-чуть не хватило акцента на ритм партии, который попадает на почти идеально ровный отрезок АЧХ, а значит чуть прибрали ее по выразительности. Зато нет излишней яркости, как у тех же BGP Melody, ну и прозрачности на нижней части диапазона, как я уже упоминал, мне тоже не хватает. Так что что-то агрессивное звучит, конечно, сверхдостойно, но без дополнительного жирка на ритм части. Ну и академическая музыка на нижних регистрах может слегка терять в разборчивости, но только слегка, поскольку оркестр здесь рисуется просто восхитительно, с тем самым пространством в глубину, воздухом и разделением планов. В остальном же почти любой джаз, фанк, рок, разнообразная электронная музыка и подавляющая часть металла звучат здесь просто превосходно. Еще раз, намного выше своей цены. Не знаю, зачем Кибум так демпингуют. Возможно, такова реальная цена без накруток за имя, которыми любят баловаться даже не самые крутые бренды. Итогом гибридные внутриканальные наушники Kibum Evoque просто потрясающие в плане посадки. Теперь это смола, а не спорный для северных широт металл. Великолепный кабель и уже знакомый нам вместительный бокс. Замечание опять же лишь по джеку 3,5 мм и амбушюрам, которые мне пришлось заменить на КБ-07. Впрочем, с ними почти все наушники играют заметно лучше, чем с комплектными. По подаче же это очень насыщенное, выразительное и вполне естественное звучание с превосходной прорисовкой нюансов, построением сцены в глубину и, что еще важнее, какими-то просто потрясающе комфортными высокими частотами. То есть они есть прекрасны по прорисовке и разделению, но не уводят общий баланс в яркость и не перебарщивают с агрессией. Это действительно то, что называется хорошим взрослым звучанием, но по какому-то сверхнизкому прайсу. Очень рекомендую данную модель за свои деньги. Это просто сногсшибательное звучание. Я бы поставил их на одну ступень с теми же Yanin Canon, ECO H10 и Zeekriel Fusion. Настоятельно советую обратить на них свое внимание. Аналогичный уровень в этом сегменте найти практически невозможно. А на этом у меня все. Это были гибридные наушники Kibum Evoque. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайки и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем добра!